один единственный предмет всколыхнул весь еврейский мир. От Египта до Италии и от Крита до Эрец-Исраэль. И что эта история говорит нам об отношениях евреев и христиан в культурном контексте? Вот перед нами рельеф из археологического музея города Ираклиона на Крите, который в XVI веке стал причиной громкого скандала в местной еврейской общине. Это герб, на котором изображен коронованный восстающий лев, держащий в лапе меч. Как следует из надписи над ним, герб этот принадлежал человеку по имени Дон Шалтиэль Хен. Этот Дон Шалтиэль Хен отремонтировал синагогу в Ираклионе, который тогда назывался Кандией и принадлежал Венецианской республике. И вот, рассказывает нам современник, захотел он написать свое имя и имена своих предков поверх ковчега для свитков Торы, дабы купаться в лучах его славы. И был он столь заносчив, что пожелал к тому же поместить над ковчегом напротив молящихся герб своего рода. И хотел он сделать его в рельефе, как настоящего голема, и взял кусок мрамора, и велел мастерам сделать ему идола в виде золотого льва с царским венцом на голове. Община, узнав об этом нечестивом деянии, исполнилась скорби и всеми силами попыталась воспрепятствовать всему греховному деянию. В рамках воспрепятствования кандийский раввин Элия Капсали разослал письма на 3 стороны света к ученым-собратьям: к Давиду ибн Аби Зимра в Каир, к Йосефу Кара в Цват и к Махараму в Паду, и спрашивая их мнения и совета. Все 3 сошлись на том, что это страшное непотребство, что негоже устанавливать объемное изображение в той стороне, куда община кланяется при молитве, и уж тем более негоже кичиться своим гербом и именем перед Создателем. Это все, впрочем, не помогло. У Дона Шалтиэля Хена, помимо желания установить свой герб в синагоге, были еще и обширные связи во властных кругах. И в результате кандийской общине пришлось откупаться от него и от его рельефа деньгами. Эту историю обычно трактуют в том смысле, что вот консервативные раввины всеми силами пытались сопротивляться распространению в еврейской среде новых веяний, пришедших от христианских соседей, в частности, геральдики. К этому мы еще вернемся, а пока давайте попробуем разобраться с этим удивительным феноменом – еврейскими гербами, щедро рассыпанными по брачным контрактам, надгробиям и синагогальной утвари в Италии. В самом деле, откуда у евреев могли быть гербы? Вопрос о существовании на просторах средневековой и постсредневековой Европы такой вещи, как еврейская геральдика, до сих пор остается не столько спорным, сколько основательно запутанным. Главная причина этого кроется во все еще распространенном заблуждении, что будто бы правом на герб располагал исключительно класс землевладельцев, иначе говоря, феодальное знать и рыцарство. Давайте сразу же с этим мифом покончим. Мы располагаем достаточным количеством свидетельств о том, что геральдическая правоспособность принадлежала к области публичного права. Иначе говоря, что абсолютно любой человек мог взять себе герб и пользоваться им по своему усмотрению, только не нарушая при этом по возможности ничьих прав. То, что от людей неблагородного происхождения до нас дошло не так много гербов, объясняется не запретом на их использование, но исключительно отсутствием массового стремления этим культурным благом воспользоваться. Можно ли говорить о полноценной геральдической практике применительно к еврейскому населению средневековой Европы? Сложный вопрос. До нас дошло не так много материальных свидетельств еврейской жизни в этот период. И среди них иногда встречаются гербы. На печатях, в рукописях, на отдельных предметах. Но делать какие-либо выводы на этом разрозненном материале практически невозможно. Например, мы не знаем, пользовались ли испанские и португальские сефарды гербами до изгнания с Пиренейского полуострова в конце XV века. Однако нельзя не отметить тот факт, что на итальянских территориях геральдика в еврейской среде расцветает пышным цветом именно после их туда прибытия. Так или иначе, но присвоение отдельных элементов итальянской культуры вполне отвечало запросам и чаяниям сефардской диаспоры. Даже богатейшие семьи должны были мириться с навязанными им условиями существования, жизнью в гетто и многочисленными ограничительными законами. В этих условиях внешнее подражание местной знати становилось для них своеобразным окном в большой мир и способом удовлетворения социальных амбиций. Итальянизация имен, литературное двуязычие, заимствование иконографии или обладание родовым гербом служило важным социальным маркером принадлежности к элите. Но все же неправильно было бы сводить желание пользоваться гербом в еврейской среде исключительно к подражанию.
В те времена роль, функции и возможности герба далеко выходили за рамки опознавательного знака или владельческой меты. Герб не просто представлял, но порой и замещал в различных ситуациях своего владельца. Был как бы его альтер-эго, символом его «я», его гордости и достоинства. Евреи, безусловно, заимствовали гербовую практику у местного населения. Но у нас есть все основания полагать, что вместе с гербами они восприняли и ту особую культуру отношения к ним, которая существовала в средневековом христианском обществе. Сделать такой вывод мы можем хотя бы из того, что они нередко пытались найти себе идеологические обоснования, своеобразное оправдание в Танахе, приводя цитаты, указывавшие на древность и, более того, даже на право первородства еврейской геральдики. Раби Гедалия ибн Яхья, живший в XVI веке, рассказывает о том, как, будучи однажды спрошен, использовали ли семьи в прежние времена какие-либо знаки, что называются гербами, дабы обозначить себя, как они делают это нынче, в своем ответе в деталях описал те символы, которые, согласно традиции, были изображены на знаменах 12 колен. Пытаясь таким образом доказать, что все народы взяли это себе за образец, когда стали делать штандарты для своих войск и гербы для своих родов. Историческая достоверность легенды о символах колен Израилевых не имеет для нас в данном случае значения. Важна исключительно вера в эту достоверность, а ее разделяли не только евреи, но и ряд христианских авторов, которые возводили начало европейской геральдики к этим 12 знаменам. Любопытно также и то, что сами слова из книги чисел «при знамени своем, при знаках семейств своих» понимались в средние века как недвусмысленное указание на то, что у древних евреев существовала практика передачи инсигний по наследству. А это как раз то, что отличает геральдику от прочих знаковых систем, и на ряде ктубот можно встретить рядом с гербовым щитком библейскую надпись «Дегель бейт Ав» – «Знамя дома отца» или «Дегель Махане» – «Знамя стана», как вот на нашем рельефе. Подобные попытки обосновать древность еврейской геральдики и тем самым узаконить использование гербов в еврейской среде говорят нам о том, что герб был не только объектом сугубо практического применения, но и предметом гордости и символом самоуважения своего обладателя. Евреи обогатили геральдический репертуар несколькими новыми фигурами: благословляющими руками каэнов, кувшином левитов или семисвечником минорой. Крайне характерным для них было использование так называемых гласных, говорящих эмблем, когда гербовая фигура прямо или косвенно намекает на родовое имя своих владельцев. Так, например, в гербе семьи Галлика представлен петух, по-итальянски галло. У рода Коэн-Витале – древо жизни, Вита значит «жизнь», а вот у того самого знаменитого раввина Махарама, который фигурировал в начале моего рассказа, на щите резвится кот. Полное имя Махарама было Мейер Кацинеленбоген. Эта фамилия буквально переводится как «кошкин локоть». Да, семейство Махарама тоже пользовалось родовым гербом. Поэтому сложно поддержать версию о том, что он якобы противился новым веяниям и возражал против помещения рельефа в синагоге именно из-за его геральдической природы. Для Махарама, как и для Йосефа Кара, главная проблема состояла в нарушении галахических законов, но никак не во владении гербом как таковым. Единственным из 3 раввинов, кто высказался именно о геральдике, был Давид ибн Аби Зимра, сказавший буквально следующее. Это в обычае тех, кто поклоняется знакам и созвездиям. Изображать знак зодиака, которыми они поклоняются, в местах их обитания, в домах молитвы и в залах собраний, при входе и на знаменах. Итак, любой еврей, помещающий таковое изображение при входе в свой дом или на своем гербе, или где бы то ни было в своей стране, нарушает заповедь: по установлениям их не ходите. Впрочем, такая позиция почтенного законоучителя по отношению к геральдике вполне объяснима, если принять во внимание, что он жил в Каире, в исламской среде, с ее традиционно негативным отношением к фигуративным изображениям. И если евреи Италии с легкостью перенимали у местных элит светское искусство, то их единоверцы, жившие в мусульманских странах, склонны были намного более строго трактовать вторую заповедь и подходить к искусству вообще. История же с рельефом Дона Шалтиэля-Хена замечательна прежде всего тем, что она позволяет нам чуть лучше понять роль и функцию герба в восприятии еврейского общества, которое не оставило нам ни геральдических трактатов, ни иных прямых свидетельств своего отношения к геральдике. И все же мы можем смело утверждать, что эта роль выходила далеко за рамки утилитарных владельческих мет и амбициозных знатных притязаний. Желание утвердить свой герб на видном месте, в центре сбора общины, свидетельствует не только об амбициях мецената, но также и о том, что герб понимался им вполне в рамках общеевропейских тенденций, как символ своего «я», знак гордости и самоуважения.
С вами была Ольга Караськова, программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».